Разберем самые основные варианты совмещения тренажерного зала и направления воркаут, или же калистеники, тренировок с весом собственного тела. Я не буду делать выводы, что лучше, качалка или воркаут. Этот выпуск о том, как именно объединить эти направления, спланировать нагрузку, чтобы прогрессировать под ваши задачи. Первый вариант совмещения. Если ваша задача нарастить мышечные объемы. Вначале мы распределяем тело по группам мышц, допустим, на 3 тренировочных дня. Сплит может выглядеть так. Первый вариант. День 1. Спина, бицепс. Второй день – это ноги, плечи. Третий день – грудь, трицепс. Второй вариант совмещения может быть спина, грудь, бицепс, трицепс, ноги, плечи. Или же еще вариант. Грудь, плечи, спина, трицепс, ноги, бицепс. То есть каждая целевая мышца будет нагружаться один раз в неделю. По упражнениям, в зависимости от ваших приоритетов, нужно понять, чего же будет больше. Нагрузки с отягощением или же упражнения с собственным весом. Это будет влиять и на длительность восстановления, и на распределение нагрузки. Например, при упражнениях с собственным весом вы сможете быстрее восстанавливаться, чаще тренироваться. А если есть дополнительный стресс в виде отягощений, то мышцам нужно больше времени на отдых, а растут они как раз во время отдыха, а не от большой нагрузки. Как же это может выглядеть на практике? Первый день. Спина-бицепс. На спину делаем подтягивание плюс тяга в блоке. И прокачку бицепса выполняем на петлях TRX или на низком турнике, или грифе. Плюс делаем поднятие гантелей на бицепс. В конце можем поделать скручивание на пресс, плюс лодочка для поясницы. В том числе это можно сделать на 1-2 подхода и в начале, для разогрева на небольшое число повторений, 10-15. Второй день. Ноги, плечи. Для ног можно сделать приседания со штангой или гирей в руках. Плюс пистолетики на одной ноге или болгарские приседания. Плюс подъемы на икры. Для плеч это могут быть отжимания в стойке у стены, либо с ногами на возвышенности. Плюс тяга гантелей на заднюю дельту. Или жим гантелей сидя. Также в конце делаем что-то и на пресс. Например, поднятие Dragon Flag на полу. Или же подъем ног в висе на турнике или брусьях. Третий день. Грудь, трицепс. Для груди это может быть или жим штанги лежа, или разводка гантелей в сторону. Дальше отжимаемся на брусьях. Часть подходов можно сделать без отягощения, а последние с дополнительным весом. В конце можно поделать отжимания от пола с узкой постановкой. Ну и пресс, маятник на турнике и планка. Все это делаем через 1-2 дня и повторяем с новой недели. Разумеется, прогрессируя нагрузку. Но постоянно расти не получится. Нужно делать и легкие тренировки. Дальше давайте разберем вариант, как же совмещать силовые элементы воркаута и подкачку мышц в тренажерном зале. Ребят, а если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Следующий вариант – совмещение тренировок силовых воркаут-элементов и подкачка в зале. Тут есть два пути. Первый, когда у вас вообще нет базы, то есть вы не можете и 10 раз подтянуться, отжаться не получается более 20 раз на брусьях, то тут на несколько месяцев, а то и на все 9-12 месяцев для самых начинающих
Вам нужно поднимать именно базовую подготовку и пока забыть про элементы. И второй вариант. Если же у вас уже плюс-минус пропорциональный рост к весу в виде мышц, и можете на турниках делать раз 15-20 минимум, на брусьях раз 35-40, от пола раз 60, можете поднимать ноги к турнику раз 10, то для изучения более сложных элементов, типа переднего виса, горизонта, подтягивания на одной и так далее, можно уже постепенно начинать приступать и параллельно подкачиваясь в тренажерном зале с весами. И вот как это можно сделать. Например, вы хотите научиться передний вис и совмещать его с залом. Нужно понять, какие мышцы работают. Это широчайшие мышцы спины, задняя часть плеч, пресс и поясница. Дальше элемент горизонт, планж. Это передняя дельта, пресс, поясница и так далее. Есть простой способ определить для любого элемента, какие же мышцы там работают, не запоминая все эти названия. Что делаем? Отдохните пару дней от тренировок полностью. Потом на протяжении дня делайте попытки одного нужного элемента. Если не умеете, то подводящие с фитнес-резиной. И на следующий день или через день именно те мышцы, которые болят, в которых есть крепатура, они и работают в этом элементе. И их уже стоит тренировать отдельно в зале. Они у вас отстают. Теперь разделим мышцы на 3 части. Первая – это задняя дельта, бицепс и широчайшие мышцы. Вторая часть – это трицепс, передняя часть плеча и грудь. И третья часть – это пресс и поясница. Эти мышцы часто работают именно в такой связке между собой в силовых элементах. Что дальше? А кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно пообщаться, задать вопрос, почитать мои статьи. Нас там уже около 4000 человек. Заглядывайте. Теперь, соответственно, определяем эти 3 части по элементам. В первой группе это подтягивание на одной руке и передний вис. Вторая группа это горизонт, отжимания в стойке и impossible. И в третьей части можно отнести почти все элементы, ведь пресс и поясница работают везде. Теперь разделяем по тренировкам. В первый тренировочный день вы делаете все элементы из первой группы. В начале тренировки примерно на полчаса. И остальное время тренируйте с железом уже те мышцы, которые работают в этих элементах. Например, для подкачки переднего виса подойдет тяга штанги к поясу в наклоне. Для элемента Impossible – разгибание в тренажере стоя. Отжимание в горизонте – это жим штанги и подъем гантелей на переднюю дельту. Дальше отжимание в стойке – это жим гантелей сидя и так далее. Пишите в комментариях, если у вас остались вопросы. Отвечать стараюсь каждому. Нажимай на плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета – Владарович.